Привет, дорогие друзья! Я вам говорил, что мне сложно представить, чтобы вот эту вот фигню, которую сотворила украинская власть, и в итоге Трамп выдал, то, что он выдал, вот это вот скомструлил, да, что из этого можно будет Киеву создать хоть какую-то иллюзию, хоть чего-то позитивного. Я недооценивал возможность этих клоунов представить за позитив какую-то дичь, потому что, на самом деле дичь. Единственная не дичь, которую я полагаю, это то, что Киев сегодня подвергнется серьезному обстрелу, скорее всего, потому что уезжает Кит Келлог. Вроде как он должен был подольше остаться, как я понимал. Но, в общем-то, киевляне были бы не против, чтобы Келлог остался там навсегда, наверное, но теперь он уезжает, и поэтому, я думаю, этой ночью надо быть крайне внимательными. Давайте посмотрим. Слуги народа и сочувствующие, они пытаются представить ситуацию так, что разочарованный в российском президенте Трамп наконец-то решил предоставить больше оружия, что он практически там под другими глазами посмотрел на Зеленского, там Ермак вот этот обнимающийся. Тут, кстати, есть небольшой нюанс. Вы видели, как Ермак обнимал Кита Келлога? Дело в том, что Кит Келлог выразил свое недоумение своим знакомым, я так понимаю, тоже действующим политикам, по поводу этих объятий. И они тоже на это посмотрели странно, потому что это не то, что не по протоколу. У них нет таких теплых взаимоотношений для того, чтобы приезжал чиновник офиса президента, а именно им является Ермак, который возомнил себя вице-президентом и обнимал вот так вот Кита Келлога. Ладно, в общем, обнимал так обнимал. Короче, они это представляют как что-то такое, серьезный прорыв. Сейчас оружие будет. Ермак вообще говорит, что Зеленский теперь разговаривает на одном языке с американским лидером. На понятном языке. Результат их разговоров на одном языке понятен. Теперь Киев платит чужими деньгами за вооружение, которое должно было быть поставлено и так бесплатно. Напоминает ситуация вот эту вот ресурсную сделку. Зеленский бегал, гонялся за Трампом, мол, говорил: возьмите, а мы за деньги, которые вы будете нам платить, потому что мы же вместе будем добывать, мы будем покупать ваше оружие. Ресурсная сделка, гениальная. Главное по верхам понято американцами было: ага, ресурсы забрать, оружие продать. Но там из продажи оружия теперь возникают большие проблемы, потому что никто ни хрена не может понять, что именно за патриоты имел в виду Дональд Трамп. И это помимо того, что те, которые готовы были финансировать Киев, резко возмутились, когда им предложили это сделать по-настоящему. Короче, план Трампа называют рамочным, но никто не понимает, что имеется в виду под 17 патриот. Что такое 17 патриот? Речь могла идти об отдельных установках или даже, стыдно сказать, все-таки о ракетах к ним. То есть 17 ракет Патриот. Это анекдот. Командующий войсками НАТО вслед за Трампом говорит, что ЗРК будут оперативно доставлены в сотрудничестве с Германией. Но в самой Германии не смогли подтвердить сообщение, будто ракеты для комплексов уже готовы для отправки в Украину. Пока что только лишь ожидается заседание в формате Рамштайн, которое пройдет 21 июля, и на котором только будут решать, кто откажется от старых Патриот ради Киева и заплатит США за новые. Хотя вряд ли Патриоты решат ситуацию с российским наступлением, потому что Патриоты используются для перехвата баллистических ракет. В основном, конечно же, они сосредоточены, я так говорю, в основном. Все они, походу, сосредоточены под Киевом. Потому что надо защищать Конча-Заспу, и главарей. И поэтому русские сейчас отдают предпочтение другим регионам, не брезгуют Черновцами, Винницей, Львовом, Луцком. На передовой же играют роль FPV-дроны и самые обычные снаряды, которых не хватает. И хотя я читал вот эти вот все победные реляции в западной прессе о том, что дронов у Киева столько, что их просто, все задронились и уже готовы даже их продавать. Уже, то есть столько их много, что они готовы уже ими торговать. На самом деле у русских, наверное, их все-таки даже больше. Трамп успел опровергнуть некоторые громкие анонсы. Пока силы обороны ждут обещанного пакета на 10 миллиардов, европейцы спорят, кто за него заплатит. Российский напор не ослабевает, под контроль России переходят все новые и новые поселения. Давайте рассмотрим. В Каменском россияне постепенно закрепляются за рекой Янчикрак.
Также в Запорожской области они по подтвержденной обеими сторонами информации, по крайней мере, частично уже захватили Малиновку. Ее полная потеря откроет ВС РФ дорогу на город Гуляйполе с востока. Да, друзья мои, если мы посмотрим на карту фронта, а мы это делаем регулярно, каждую неделю, и сравним с тем, что происходило на прошлой неделе, мы видим динамику. И даже там, где вроде бы как ничего такого особо-то не происходит, что-то, происходит. В районе Новополя и Зеленого поля российские войска вышли на границу Донецкой и Запорожской областей, пытаясь развить наступление на Темировку. Признан захват поселка Шевченко. ВС РФ пытаются с 3 сторон подобраться к Воскресенке, с юга, востока, с севера, из Мирного. Расширяется зона контроля к северо-западу от Поддубного. Штурмовые группы прошли полпути уже до Андреевки-Клевцова вдоль трассы Н-15, добравшись до поворота на Воскресенку. Минобороны Российской Федерации утверждает, что Новохадская уже захвачена и бои идут на подступах к Зеленому Гаю. Вероятно, россияне пытаются форсировать реку Волчья и атаковать населенный пункт Филия, чтобы уже оттуда совершить бросок к Новопавловке. Сдерживают их в этом более высокий северный берег реки, и все. Дачная, которая заявлена россиянами как первый взятый населенный пункт Днепропетровской области, скорее всего, все-таки еще находится в серой зоне. Российские войска продолжают выравнивать фронт вдоль границы областей, но на некоторых участках их потеснили. К примеру, около Котлеровки их отбросили давно, просто долгое время российские аналитики с этим не желали смириться. В то же время, после некоторых относительно успешных контратак ВСУ южнее Удачного, россияне перешли там в наступление и прорвались в тыл населенного пункта, который теперь может быть частично отрезан от логистики. Вперед они продвинулись и вдоль линии Песчаная Шевченко к окраинам Покровска. Возможно, играет свою роль, что этот самый, хотел сказать, ефрейтор Мартышка, комбат Побрякушка, это тот, который там держит оборону Покровска после отдыха в Париже, я у себя в Телеграм пишу. Просто я показываю, во что все превратилось, да. Комбат Филимонов, который накупал себе Мерседес и так далее, да, там тема есть. Они запрещают выезд техники из Покровского региона, да. Вот там из области украинские бизнесмены хотят вывозить свою технику, потому что, понимают, что погибнет все. Они и так уже сильно пострадали. Так вот, эти вот, оказывается, об этом пишут украинские телеграм-каналы, оказывается, этот Филимонов, комбат этот, придумал схему, что они теперь за вывезение своей собственной техники, украинские бизнесмены, должны платить деньги. То есть это мародеры настоящие. Самые настоящие мародеры, иначе не назвать. За вывоз одного комбайна платят 10 тысяч долларов. За вывоз ЖД-вагона платят 10 тысяч долларов. И последний раз, как рассказывают, ему заплатили 150 тысяч долларов. Он сразу побежал на радостях, купил себе Мерседес. Комбат. Легендарный комбат, можно сказать. Отдыхает в Париже, приехал, сейчас уже отдыхает где-то в Киеве, на катамаранах каких-то катается и так далее. И в это же самое время там определенные проблемки происходят, да, и скорее всего скоро нечего будет вывозить. Просто я когда узнал о том, что вот на этом наживаются, на вывозе того, что еще осталось у украинских же несчастных бизнесменов, которых война там просто растерзала. Это же какими надо быть? А если отказываются люди платить, то они это на металлолом продают. Вообще как это? И при этом должен заметить, что рядовые бойцы Волков да Винчи ни хрена с этого, конечно, не получают и регулярно гибнут. Вон я публиковал опять-таки в Телеграм, что там жена одного говорит, что вы там отдыхаете, а вот он тоже должен был отдыхать, а вы его отправили на смерть, и все, он умер. У него даже могилы нет. Она пишет, что вот пришла бумажка о том, что пропал без вести. Мы знаем, что это такое за пропал без вести. Короче, возможно, россияне там почувствовали к востоку от Мирнограда слабость и усиленно на нее давили. Это заставило командование перебросить туда подкрепление, но остановить наступление пока не получилось. Украинские военные и аналитики подтверждают информацию, что россияне уже подступают к окраинам Родинского. Это село Червоный Лиман и одноименной Шахте. Разина в таком случае точно уже захватили. Федоровка под вопросом, как и Маяк с Новоторецким. Родинская, надо заметить, лежит возле дороги на Доброполье, которая до недавних пор использовалась для подпитки гарнизонов
как Покровска, так и Мирнограда. Если трасса будет перерезана, возникнет угроза оперативного окружения Мирнограда. По сути, останется только одна дорога жизни, известная как Е50, но она находится давным-давно в зоне досягаемости дронов. Конечно, другой вопрос, есть ли на данном участке у российского командования такие же силы, как, для того, чтобы использовать их как в битве за Торецк. Или там расчет именно выдавить ВСУ из агломерации под страхом попадания в котел. В Москве должны были заметить, что Банковая не любит принимать решения об организованном отходе. И поэтому там может случиться, конечно, проблема. Даже западные средства массовой информации заметили о том, что команда на отход дается тогда, когда отход уже или невозможен, или приведет к колоссальным жертвам среди личного состава. То есть, возможно, россияне пользуются именно этим. Они могут рассчитывать на то, что туда будут доставлять провизию и все остальное необходимое до самого конца. Ну а потом все-таки кто-то из каких-то подразделений не выдержит и бросит позиции. Они рассчитывают на их плечах потом зайти в город. Они в прошлом году чуть не взяли Селидово с одного наскока, потому что переброшенные для стабилизации силы тогда лишь отсрочили захват на пару месяцев. Успехи имеют они вдоль линии Попов-Яр-Яблоневка, причем в Попов-Яр они уже зашли. Продвигаются вдоль трассы на Константиновку к Степановке, от Романовки к Катериновке. Прогресс на Константиновском направлении замедлился. Можно заметить, что ВСУ там постоянно прижимают к водохранилищу, а форсировать его будет достаточно тяжело, разве что отступать в обход. Минобороны РФ заявила о захвате Новоспасского, после чего Щербиновка оказалась зажата российскими позициями прямо с двух сторон. С украинской стороны пока что не подтверждается, да и вообще обстановка в районе Торецка очень туманная, непонятно, к примеру, кто в какой степени контролирует шахту Святой Матроны Московской, которую пытались атаковать россияне. Сами же российские каналы признают, что северо-запад города частично за ВСУ или в серой зоне. Хотя наступление на Белую гору к северу от двух Делеевок ведется, пока что россияне туда не заходили при этом. Не менее запутанная ситуация в Часовом Яре с обеих сторон. Не поступает достоверная информация о том, что же там такое происходит. После громких заявлений о взятии Предтечина появилось опровержение с российской стороны даже по поводу контроля над ступочками. Украинские мониторинговые группы потерю населенного пункта заведомо не признавали. Под Северском спустя долгое время подтвердился захват Белогоровки и бои за Григоровку. Военные, по крайней мере на словах, Белогоровку еще не сдали. Но уже говорят о том, что поселок разрушен, держаться за него нет смысла и людей подвозят тяжело. На Лиманском направлении военкоры утверждают, что сейчас предпринимаются попытки окружения группировки ВСУ, которая засела в Серебрянском лесу. Доказательств этому нет, но движение ВСРФ вдоль берега Северского Донца позволит им бить по лесу с возвышенности. Ну и тогда на самом деле силам обороны станет очень и очень тяжело. Перевожу на человеческий язык, скорее всего, те, кто не успеет отойти, будут в списках, пропавших без вести. В Редкодубе украинские подразделения контратакуют, улучшая положение, в то время как российские войска расширяют зону контроля в окрестностях, в том числе намереваясь создать плацдарм за рекой Нитриус в местности между Средним и Карповкой. Прорыв около Боровской Андреевки, по предварительной информации, купировать не удалось. Как и у Радьковки. Напротив, в последней, то есть в Радьковке, россияне закрепились, хотя заявление о выходе к Московке и полуокружении Купянска оказалось все-таки поспешными. Если Двуречанский плацдарм не претерпел существенных изменений, помимо того, что было заявлено о захвате Красного Первого, то новый в районе Мелового плацдарм продолжает расширяться за счет лесных массивов. Подразделения уже достигли окраины Амбарного и движутся дальше на Хатнее, вопреки традиционным россказням губернатора Синегубова о том, что ВСУ дали отпор оккупантам и те бежали. В российских каналах распространяется информация о взятии Дегтярного, поддержанная Министерством обороны. Этого с украинской стороны не подтверждают, в отличие от российских успехов в Волчанске, о которых говорят с обеих сторон, и с украинской тоже. Судя по данным объективного контроля, штурмовики форсировали реку Волчью и закрепились в промзоне, откуда их пытаются выбить. Если их не остановят, то будет захвачена автостанция, ЖД-вокзал.
Предположительно, дыра на Волчанском направлении образовалась тогда, когда, как я вам и говорил, мудрецы решили перебросить часть сил на Сумское направление. Зеленский сказал, Сумы нет, мы там стоим и все такое. И поэтому в других местах да. Потому что если где-то прибывает, то где-то убывает, с учетом того, что мобилизационного ресурса явно не хватает. И в Сумской области продвижение вроде бы как к центру замедлилось. Более того, ВСУ фланговыми атаками отбили Андреевку, едва не окружили гарнизон Кондратовки. Но россияне вовремя заметили уязвимость и сами предпринимают контратаки, причем не только в Кондратовке, но и в Юнаковке. Поэтому обстановка там меняется очень-очень быстро. Были и новые попытки ВСУ зайти на исконную российскую территорию в Курской области, не сильно глубоко. CNN пугает тем, что Кремль в течение следующих недель ускорит наступление и для этого привлечет 160 тысяч солдат. Украинские чиновники подобные слухи опровергают, считая их российской пропагандой. Мы помним, чем закончилось опровержение слухов о возможном вторжении Российской Федерации на украинскую территорию в 2022 году. Как там Зеленский говорил, езжайте кушать шашлыки. Записывал с довольной рожей с лыжного курорта видосики, рассказывая о том, что ничего не угрожает. Сегодня они рассказывают, что так надо было. Мы знали как, на самом деле так надо было, чтобы стадо там не волновалось, не мэкало, бэкало, чтобы шкуры целые оставались, да? А почему сегодня им должны верить, скажите? Помните еще, как Зеленский поручал разработать решение о демобилизации? Тогда еще Залужный по итогам его убрали с главкома ВСУ из-за разногласий. Так вот, комик подтвердил, что никакого дембеля до завершения войны не будет. И кто служит, будут служить пожизненно. Как он это сказал? Он сказал, что пока не закончим войну с врагом, а враг это Путин. Повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це Путін. То есть пока не выиграют, получается, войну эту, значит, никакой демобилизации не мечтайте. Все. А не надо было идти, как говорят, да? А что, сам пошел? Да не надо было. Никакого дембеля ждать не приходится, пока Путина не победят. По времени это интереснейшее признание его в Верховной Раде символично совпадает с прибытием в Украину еще одной партии тел защитников Вовиной тысячи. Взамен вернули 19 погибших россиян. Это как бы намекает нам, какая участь ждет тех, кого сегодня вырывают из лап собственных маленьких собачек. Потому что когда уже начали забирать, подкарауливая под подъездом людей, которые выходят с собаками, они под подъездом караулят, эти Вовины опричники. И хватают их, бедные эти собачки, бедные эти люди. Народ безмолвствовал, как говорится. Народ безмолвствовал. И хватает этого народа только на то, чтобы выражать свое недовольство ТЦК, как будто ТЦК действует отдельно, как будто бы это не разработка офиса президента. Как будто бы они напрямую не подчиняются Верховному. Как будто бы они сами просто хотят там что-то мутят. Это Зеленский так делает. Зеленский, потому что он отчаянно хочет продолжать войну. И в его мыслях победа будет за нами. Враг будет разбит. Да? Зеленский что сегодня сказал? Все. То есть получается, до победы ничего не будет. Какой победы? Наблюдаем. Я вам изложил все, что там сейчас на фронте. Конечно, можете поспорить, привести в контраргументы какие-то украинские помойки. Но, знаете, правда правде доказывает. И на следующей неделе я буду говорить, и я думаю, что будет все еще хуже. Пока, друзья.